Благодарность Максиму за его труд. Он очень классные видео делает. Мне понравилось одно, оно длинное, где он в пух и прах разбивает все дурилки по поводу копчения и говорит, как правильно делать. Вот классный подход. Человек взял, посмотрел кучу видео, сам сделал, сам протестировал и сказал, что вот это туфта, а вот это класс. В общем, спасибо, Максим. По твоей технологии сейчас буду коптить рыбу. В одном из видео, Максим говорил, что у него не получается коптить в маленькой коптилке на двухкомфорочной плите. Она ему не пригодилась, он говорил, то ли он коптил, у него не получилось, что-то такое. Вот сейчас я попробую коптить на двухкомфорочной плите, на маленькой коптилке, и посмотрим, как получится. Будем использовать термометры. Готовим нашу коптилку. Значит, щепа ольха, большая жменя, рассыпанная на две части, вот как на конфорке она будет стоять. Вот такая конструкция получилась для сбора жира. Теперь достанем подсушенную рыбку и обвяжем ее. Так, двухконфорочная плита, маленькая коптилочка, баллон. Сейчас будем вставлять термометры сюда и начинать. Для того, чтобы сделать все по уму, собрал вот такой нехитрый термометр. Он на первый взгляд такой кустарный, но поверьте, все не так просто. Эти щупы из трубки толщиной стенки 0,3 мм. Внутри, примерно вот в этом месте, стоит цифровой датчик температуры TMP-112 фирмы Texas. Это датчики, которые мы используем в медицинских разработках. Они очень точные. Это стандартный корпус REA. Я прикрепил, в общем, выдрал его откуда-то со старой разработки. Прикрепил к нему экран фирмы Nextion на 4 дюйма. Это Powerbank для питания. И там внутри еще есть вот он, STM32 контроллер. Чип STM32F411. 4 провода в силиконовой пищевой трубке. Она термостойкая, 200 градусов держит спокойно. Вот внутри тоже тефлоновые провода. Так что я насчет этого не переживаю. Два щупа установлены. Один установлен вот непосредственно возле решетки. Он будет контролировать температуру на этом уровне. А второй вот воткнут в рыбу. Самую толстую нашу рыбку. По ней будем сверяться. Когда она будет готова, ну мелочь уж точно будет готова. Вначале я сделал газ минимальный, чтобы щепа выгорела. 15 минут она примерно выгорала, коптила. А потом я чуть-чуть добавил газку. Вот он, сейчас покажу. Вот примерно. Вот такой, 1/4 часть примерно. И рыба внутри начала набирать температуру очень быстро. То есть меньше, чем за минуту градус набегает. При таких скоростях рыба закоптится, ну, минут, наверное, за 50. Меньше часа. То есть сначала ставим минимальный огонь, щепа прогорает. Делаем огонь чуть побольше, но тоже не сильный. Чтобы температура внутри плавно дошла до 127, там 130 градусов. И на этой величине держалась. Тогда копчение происходит достаточно быстро. Сейчас я выключаю подачу газа. И так как система инерционная, еще какое-то время температура будет повышаться в самой рыбине. И она как бы доготовится, можно так сказать. Выключаем. Когда вы выключите плиту или снимете коптилку с печки,
то не стоит сразу брать рыбу и ее куда-нибудь выкладывать. Потому что температура в коптилке будет плавно понижаться, но при этом приготовление рыбы будет продолжаться. То есть ее температура внутренняя дойдет примерно до 70 градусов. И потом начнет опускаться плавно. То есть в 45 минут я выключил коптилку, но еще 15 минут температура в рыбе росла и дошла до 70 градусов. Если бы я сразу рыбу выложил, то она тут же начала бы остывать очень быстро. Поэтому лучше оставить ее в коптилке, пока она не остынет естественным путем. Какие же выводы можно сделать при копчении в маленькой коптилке? Ну вот у меня коптилка 20 литров всего. Если вы еще коптите на газу, к примеру. А выводы простые. Если у вас нету двухканального, минимум двухканального термометра с щупами, нечего вообще за это браться. Очень тяжело все угадать. Много очень факторов. Там ветер подул, газ больше-меньше вы выставили. И как это все будет коптиться, вообще непонятно. Поэтому надо иметь термометр обязательно. Еще можно добавить, что на газу, в принципе, коптить можно. Не хуже, наверное, чем на каких-то дровах.